Где-то глубоко под камнем, в кромешной тьме, находится пустота, аномалия. Пространство по размеру с пассажирский самолет спрятано внутри одного из уцелевших чудес древнего мира — Великой пирамиды Хеопса. Она была запечатана более 4500 лет назад, и никто не знал о ее существовании, пока ее не увидели потоки космических частиц. Это открытие, сделанное не с помощью кирки, а наукой 21 века, поставило под сомнение все, что мы думали о самой знаменитой постройке на планете. Официально пирамида считается гробницей. Но если это так, то где тело? Где сокровища? Где надписи? Почему она пуста? Возможно, Великая пирамида вовсе не является усыпальницей, а представляет собой машину, инструмент или послание. Чтобы понять это, нужно вернуться к моменту, когда человек впервые нарушил ее покой. Это произошло в IX веке нашей эры. Египет находился в составе аббасидского халифата, которым правил халиф Аль-Мамун, сын Харуна ар-Рашида, не любитель сказок, а искатель истины. Он основал в Багдаде Дом мудрости, академию, где лучшие умы переводили труды древних философов, изучали математику, алхимию и астрономию. В древних рукописях он нашел упоминание о том, что Великая пирамида хранит знания, карты звезд и, возможно, несметные богатства. В 820 году пирамида стояла на краю пустыни, сияя белым известняком. Ее облицовка была настолько совершенна, что солнечный свет отражался от граней и ослеплял путников. Вход был скрыт. Аль-Мамун собрал инженеров и воинов. Они простукивали облицовку в поисках пустот, но монолит молчал. Тогда халиф приказал применить силу, огонь и уксус. Раскаленный камень трескался, а в трещины забивали железные клинья. Неделями рабочие вгрызались в тело пирамиды, пока не услышали глухой звук падающего камня. Изменив направление, они наткнулись на узкий наклонный проход, оригинальный нисходящий туннель. Вибрации от их работ сдвинули один из гранитных блоков, закрывавших вход. Так случайность указала им путь. Туннель Аль-Мамуна существует до наших дней. Но то, что он открыл, стало источником главной загадки. В глубине пирамиды халиф обнаружил пустоту. Погребальная камера оказалась пуста. Там не было мумии, золота или надписей. Говорят, чтобы не расстраивать рабочих, Аль-Мамун приказал подбросить немного золота. Но настоящей находкой стала сама пирамида. Идеально спроектированная, холодная, полная смысла. Если это гробница, то почему она пуста? Через нисходящий проход посетитель спускается в подземную камеру, вырезанную в скале на 30 метров ниже уровня земли. Стены грубые, потолок неровный, а в центре — глубокая яма. Все выглядит как незавершенное помещение. Воздух здесь глухой, звук исчезает, создавая ощущение полной тишины. Возможно, это не недостроенность, а расчет. Некоторые ученые считают, что эта нижняя камера и проходы служат акустической основой, поглощающей вибрации. Из нисходящего коридора вверх ведет узкая шахта, так называемый колодец обслуживания. Египтологи предполагают, что по нему рабочие покидали пирамиду после установки гранитных пробок, однако эта версия вызывает сомнения. Возможно, он соединял нижний и верхний уровни и выполнял какую-то неизвестную функцию. Вся нижняя система выглядит как гигантский вопросительный знак, высеченный в камне. На высоте 28 метров от входа в потолке нисходящего прохода спрятан стык, начало восходящего пути. Раньше он был запечатан 3 массивными гранитными пробками, а после прорублен обходной туннель. За блоками скрывалось нечто, что строители хотели навсегда оставить в тайне. Восходящий проход ведет вверх и вдруг превращается в пространство невероятных масштабов, в так называемую Большую галерею. Зал длиной 47 метров и высотой почти 9 метров.
со стенами, собранными нависающими рядами блоков, образующими ложный свод. Такая конструкция рассеивает давление миллионов тонн камня. Вдоль пола проходят пандусы с 27 парами ниш. Египтологи считают, что в них хранились гранитные пробки, но есть и другие гипотезы. Предположение, что это резонатор, усиливающий звук. Любое слово, произнесенное здесь, превращается в гул и вибрацию. В конце галереи находится высокий уступ, за которым преддверие и низкий лаз в сердце пирамиды, в камеру царя. Там известняк сменяется гранитом, воздух становится гуще, звуки глуше. Помещение длиной 10 метров, шириной 5 и высотой 6 метров. Поверхности отполированы, блоки подогнаны идеально. Ни изображений, ни надписей, только гладкий камень. В западной части стоит гранитный ящик без крышки, вырезанный из цельного блока. Следы инструментов поражают точностью резьбы. Ящик слишком большой, чтобы его пронести через коридоры, значит, он был установлен заранее. Над потолком камеры расположены 5 разгрузочных отсеков, перекрытых гранитными балками весом до 70 тонн. В 1837 году полковник Говард Вайс проник внутрь и обнаружил там красные надписи, среди которых картуш с именем Хуфу. Это единственное прямое упоминание фараона во всей пирамиде. Но некоторые исследователи считают, что эти надписи были подделаны самим Вайсом. Если это так, то связь пирамиды с Хуфу рушится, и тайна остается. Ни тела, ни сокровищ, ни надписей. Остаются лишь идеальный гранит и гулкая тишина. Ниже камеры царя расположена камера, которую называют камерой царицы. Она меньше, светлее, с двускатным потолком и нишей на восточной стене. В 1872 году инженер Диксон обнаружил внутри ее стен 2 узких канала, заканчивающихся глухими стенами. В одном из них он нашел каменный шар, бронзовый крюк и кусок кедра, так называемые реликвии Диксона. Позже выяснилось, что дереву более 5000 лет. В 1993 году робот УПО-2 прошел по южной шахте и наткнулся на запечатанную дверь с плитой, на которой были изображены 2 медные ручки. В 2002 году за ней нашли небольшую камеру и еще одну дверь. В 2011 году робот Джеди обнаружил за дверью красные иероглифы, следы строителей. Все это доказывает, даже мельчайшие элементы пирамиды подчинены единому замыслу. Астроном Роберт Бьювелл предположил, что шахты ориентированы на звезды. Южная — на пояс Ориона, а северная — на Тубан, тогдашнюю полярную звезду, что символизировало вознесение души фараона к небу. Но если это гробница, то почему эти каналы запечатаны? Возможно, их предназначение иное. Инженер Кристофер Дан выдвинул гипотезу, что шахты служили в качестве химических трубопроводов, создавая водород. По его мнению, пирамида была энергетическим устройством, где звук и вибрации играли важную роль. В 2015 году стартовал проект «Скан пирамиды». Ученые использовали метод мионной радиографии, технологию, позволяющую просвечивать камень потоком элементарных частиц. В 2017 году в журнале Nature сообщили о находке. Над большой галереей скрыта огромная полость длиной не менее 30 метров, так называемая «большая пустота». Это первое открытие нового пространства внутри пирамиды за последние 1,5 века. В 2023 году приборы зафиксировали еще один коридор длиной 9 метров за северным входом. Он оказался идеально выложенным с двускатным потолком. Таким образом, пирамида оказалась не монолитом, а сложной системой ходов и камер. В 90-х годах археологи обнаружили к югу от пирамиды остатки поселения строителей, город Хейт-эль-Гураб. Это было не место для рабов, а поселение инженеров и мастеров. Здесь находились казармы, пекарни, мастерские и даже госпиталь.
Люди питались мясом, получали лечение и гордились своей работой. Папирусы, найденные у Красного моря. Дневники инспектора Меррера, которые описывают доставку известняковых блоков по каналам Нила. Это самый древний письменный документ в истории. Он доказывает, что египтяне обладали высоким уровнем организации и инженерных знаний. В 1954 году археологи открыли у южной стороны пирамиды 5 запечатанных ям. В одной из них находилась разобранная кедровая ладья длиной 43 метра, чудо древнего судостроения. Египтяне верили, что бог Сонцера каждую ночь плывет по подземному миру, чтобы возродиться. Этот корабль должен был доставить душу фараона в вечность. Все это рисует картину цивилизации инженеров, архитекторов и логистов. Но чем больше мы узнаем об этих людях, тем загадочнее становится сама пирамида. Если они были настолько точными, почему ее величайший памятник лишен надписей и тел? Официальная версия говорит, что все было украдено, но никаких следов грабежа обнаружено не было. Камера царя выглядит стерильной. 3 камеры, идеально выверенные углы, шахты, пустоты и запечатанные двери — все это представляет собой не случайность, а сложную систему. Пирамида выглядит не как мавзолей, а как механизм. Кристофер Дан считал ее геомеханическим генератором энергии. Нижняя камера улавливала сейсмические колебания, большая галерея усиливала их, а гранитная камера с кристаллами кварца генерировала электричество. Есть и гипотеза об использовании гидравлического насоса, который использовал бы давление воды из Нила. Также существует философская гипотеза, что пирамида — это капсула знаний, в которой зашифрованы ключевые числа и пропорции мира, такие как число π, золотое сечение и размеры Земли. Возможно, это послание будущим цивилизациям. Великая пирамида — то остается вызовом нашему пониманию. Современные технологии открывают новые тайны, но не дают окончательных ответов. За каждой обнаруженной пустотой скрывается следующее. Возможно, она не является гробницей тела, а гробницей времени, устройством, рассчитанным на вечность, или связующим звеном между Землей и звездами. А может, это просто символ человеческой воли, высеченный в камне. Одно очевидно — пирамида молчит, и ее молчание звучит громче слов. Пока мы спорим о ее предназначении, она все так же стоит на краю пустыни, встречая рассветы и закаты, напоминая нам, что мы еще многое не поняли о себе. Ее история не завершена. Возможно, самые важные главы еще впереди. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Пожалуйста, расскажите об этом в комментариях. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До свидания.